Одно из самых заметных событий конца сентября – украинский ракетный удар по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции. На некоторое время погрузились во тьму и областная столица, и еще несколько населенных пунктов, включая Старый Оскол и Шебекино. Многие жители региона остались без воды, а кто-то застрял в лифте. Спустя 2 дня уже армия России ударила по Харьковской ТЭЦ. События в Белгородской области спровоцировали в провоенной среде совершенно оторванный от реальности дискурс. Обсуждают, как именно российской армии следует отвечать на атаки по отечественной энергетике. Как будто та может сделать что-то такое, что не делает и так на регулярной основе. Дискуссия эта хоть и беспредметная, но совершенно не безобидная, поскольку уводит внимание в сторону от по-настоящему важного вопроса с конкретным ответом. Как сделать так, чтобы и над Белгородом, и над всей остальной Россией вновь было мирное небо? Сегодня это и обсудим. А еще поговорим о том, когда и как вообще началась нынешняя война электростанций. Прежде чем начнем, как обычно, я напомню, чтобы YouTube не тормозил в России, а Telegram звонил и WhatsApp, следуйте инструкциям по ссылке в описании. Там же ссылка на спонсора рубрики платный Shiva VPN, который позволяет настроить, например, раздельное туннелирование для приложений, чтобы вам не приходилось каждый раз включать-выключать VPN, когда вы пользуетесь разными ресурсами. За 3 дня до удара по Белгородской ТЭЦ состоялся примечательный эфир на телеканале НТВ. В программе «Место встречи» поспорили гость и ведущий. Первый призвал уничтожать украинскую энергетику, второй заявил, что российская армия не бьет и не будет бить по гражданской инфраструктуре Украины. В какой-то момент могло показаться, что трансляция идет из параллельной вселенной с какой-то другой российско-украинской войной. Надо уничтожать объекты инфраструктуры, нужно добиваться дискредитации Зеленского внутри страны и коллапса... Что значит, мы не раз говорили, что мы бьем только по военным объектам. А мы бьем по военным объектам. Для того, чтобы добиться коллапса, в том смысле, в котором вы говорите, я же просто сейчас оппонирую. Это надо практически... Чтобы добиться коллапса, то, что вы предлагаете, это оставить людей, обычных людей, без отопления или без света. Погодите, это не наш метод, это мы многократно об этом говорили. Мы бьем только по военным целям. Для сегодняшнего разговора стоит вернуться в прошлое, к событиям 11 сентября 2022 года. В тот день Харьков сотряс мощнейший взрыв. Некоторые поначалу даже подумали, что на харьковчан сбросили атомный заряд. Тогда действительно шли обсуждения, применит ли Путин по Украине тактическое ядерное оружие. Но это было не оно. Российская ракета с обычной боевой частью впервые поразила уже упомянутую Харьковскую теплоэлектроцентраль, одну из крупнейших в стране. В те дни молниеносно развивалось украинское контрнаступление, на которое у российской армии не было симметричного ответа. В качестве ответа асимметричного была начата масштабная операция против объектов гражданской инфраструктуры Украины, которая с отдельными перерывами продолжается и по сей день. Каждый год особенно усиливается осенью и зимой. А стартовала она прямо во время воскресной программы Дмитрия Киселева, и он стал первым, кто объявил о переходе войны в некое новое качество. Похоже, характер и даже масштаб действий России в ходе спецоперации на Украине начинает меняться. Мы действуем куда более решительно, шутки кончились. Буквально в эти часы украинские телеграм-каналы наперебой сообщают о теперь уже российских ракетных ударах по критически важным структурам энергетики нацистского режима. В результате там просто-напросто гаснет свет, прекращается водоснабжение, отключается связь и останавливаются поезда Укрзалезницы. Такие новости приходят из самых разных областей Украины, в том числе и далеко от линии фронта. Если конкретно, то электроток в результате массированных ракетных ударов отключается в Харьковской области, Сумской, Днепропетровской, Полтавской. Главы местных администраций подтверждают эту информацию для украинских ресурсов. Похоже, это лишь начало ответа на украинский контрнаступ последних дней. И уже не в полсилы. Никакого военного смысла у тех ударов не было, хотя его пытались выдумать отдельные провоенные блогеры. Дескать, если прям разом уничтожить всю генерацию электроэнергии, тогда встанет железнодорожная логистика ВСУ. Но, во-первых, невозможно уничтожить всю генерацию электроэнергии, если не бить по атомным электростанциям, а украинские АЭС российская армия, к счастью, не трогала. Во-вторых, военные грузы так-то не на электричках ездят. Это эшелоны во главе с тепловозами, работающими на дизеле. Были и более экзотические версии о целесообразности массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Например, такая.
Без электричества, воды, канализации и отопления, без работающих лифтов, солдаты ВСУ не смогут нормально отдыхать в отпусках, а значит станут хуже воевать. Подобные теории, конечно, не выдерживали никакой критики. Особенно критики со стороны Александра Рудского, который, к слову, не только первый и единственный в истории России вице-президент, но также генерал в отставке, кандидат военных наук и боевой летчик, заслуживший в Афганистане золотую звезду героя. Вот какой дебил это планировал? Дебил. Это что, оставить людей без воды, без света, без тепла? Это какая цель преследовалась при этом? Нанесли удар по городам, по ТЭЦ и все прочее. Перед зимой оставили людей без электричества, без воды, без газа. Без тепла. Без тепла. И без канализации, да, кстати. это что, денацификация? Это что? Вот думал кто-нибудь головой, планируя вот эту вот дурь? Думал ли кто-нибудь? А теперь вот давайте возьмем любого обывателя. Вот человек живет в квартире, у него там 2-3 детей. В квартире света нет, тепла нет, воды нет, канализации нет. И что, он воспылает любовью к России и к российской армии? Скорее наоборот. Это, понимаешь, это намеренные действия, направленные против нас. Вот это вот кто спланировал. Это измена. То есть это настраивание людей против нашей страны. Но мнение Рудского никакого искомого отклика не нашло. К тому моменту никого в верхах уже не волновало отношение украинских граждан к России, в том числе отношение жителей русскоязычного востока Украины, который еще накануне вторжения был едва ли не самым дружественным регионом на планете. Вечером 11 сентября 2022 года Владимир Путин фактически объявил войну украинскому народу. Это и было то новое качество боевых действий, о котором сказал Киселев. Российские ракетные удары начали наноситься сегодня вечером после 20 часов по московскому времени из акватории Черного и Каспийского морей. Прилетело на ТЭЦ-5 в Харькове, Змеевскую ТЭЦ в Харьковской области, Павлоградскую ТЭЦ-3 в Днепропетровской области и Кременчугскую ТЭЦ в Полтавской области. 2 украинские атомные станции, Южноуральская и Хмельницкая, отключают энергоблоки из-за коллапса энергосистемы Украины. Где-то электроснабжение пытаются восстанавливать за счет перетоков, но уже ясно, что спецоперация перешла в другое качество. Ранее, в феврале 22-го, официоз отрицал войну не то что с народом Украины, но даже с украинской армией. Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями. В самом начале спецоперации российские войска, согласно официальному нарративу, освобождали от нацистов с наркоманами как мирных граждан Украины, так и военнослужащих. Первые дни украинских военнопленных даже старались не называть пленными. Какой же это плен, если солдаты и офицеры армии России освобождают своих же товарищей? Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Такая риторика быстро сошла на нет. Однако какое-то время еще сохранялась идея, будто бы российские военные воюют исключительно против украинских военных. Только армия против армии и больше ничего. Но в том сентябре все изменилось. Путин, реагируя на украинское контрнаступление, в течение 20 дней совершил серию резких шагов, последствия которых мы ощущаем на себе и сейчас. На оккупированных территориях Украины спешно изобразили референдумы. По результатам их в состав России вписали даже те территории и города, где и референдума никакого не было, где российские войска и близко не стояли. Тогда же в армию принудительно мобилизовали сотни тысяч российских граждан. В то же время развернулась беспрецедентная информационная кампания по расчеловечиванию украинцев.
как украино, так и русскоговорящих, тут уж разницы не было. Именно тогда ведущая «Вестей» Евгения Петрухина в прямом эфире поиздевалась над задохнувшейся 18-летней девушкой, которая пряталась от российского удара в подвале, из-за отсутствия тепла и света пользовалась генератором и надышалась угарным газом. Не лишним будет вспомнить тот сюжет. Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах, ужин при свечах, почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. А вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом. В пабликах шутят, вот, мол, когда свидание через 30 минут. Другой пример. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. И это в лучшем случае. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналист пишет, в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже, получается, смерти генераторы какие-то. Уже упомянутый Дмитрий Киселев отождествлял население целой страны с нацистским режимом, для которого, мол, отопление, электричество, вода в кране и работающая канализация должны стать недоступной роскошью. А время работает на нас. С воздуха мы продолжаем уничтожать критически важную инфраструктуру, которая позволяет нацистскому режиму все еще шевелиться. Пусть со все большими перерывами, но пока еще пользоваться электричеством и связью, отапливать города, пользоваться водопроводом и канализацией. По мере планомерного уничтожения энергосистемы Украины все это уже превращается в роскошь, часто уже непозволительно. Первый канал тоже недалеко ушел. Вот такой интонацией читала новости телеведущая Валерия Кораблева. Киев может остаться без отопления до самой весны. Такой сценарий не исключил мэр города Виталий Кличко. Говорит, если при минусовой температуре в течение суток не будет тепла, придется сливать воду из городской системы, чтобы ее не повредить. Он призвал жителей готовиться и уточнил, пункты обогрева в этом случае не панацея и не спасут людей. Хозяйка Russia Today Маргарита Симоньян риторически спрашивала, что там соседи со светом, писала. И продвигала новый провластный мем. Электричество – это не право, а привилегия. В отличие от тех Z-блогеров в Телеграме, которые пытались как-то рационализировать действия российской армии, в отличие от них, официальные лица пропаганды, как правило, даже не старались делать вид, будто у российских ударов по гражданским объектам есть некая военная целесообразность. То была месть всем жителям Украины за контрнаступление ВСУ. Удары с целью лишить украинцев банальной возможности разогреть еду ребенку усилились, когда командующим объединенной группировкой войск стал Сергей Суровикин. Телевизионщики закрепили за ним прозвище «Генерал Армагеддон». Однако свою персональную ответственность за террор по отношению к людям в Украине переподтвердил 8 декабря 2022 лично Путин, хоть и сделал в очень свойской манере это. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? После 24 февраля 2022 вопрос, а кто первый начал, в устах президента крупнейшей в мире страны звучал как-то уж совсем инфантильно. Впрочем, по 2 из 3 пунктов ответить ему можно. Без водоснабжения Донецк оставил сам вопрошающий. Насосные станции канала Северский Донец, Донбасс были расхреначены как раз в самом начале путинской спецоперации. Упомянутый же подрыв Крымского моста произошел 8 октября, почти через месяц после старта кампании против украинской электроинфраструктуры. Да и Крымский мост, по которому шли эшелоны с вооружением и военной техникой, вроде не то же самое, что теплоэлектроцентраль Харькова. У идущей сейчас войны есть конкретный инициатор с фамилией, именем и отчеством. И должностью, которая называется Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России. Как инициатор Владимир Путин лично определил многие рамки для этой войны. К примеру, российская армия в общем и целом уже 4-й год не трогает атомные электростанции Украины. Это явно персональное решение Путина. ВСУ отвечают зеркально тем же, не трогают в общем и целом российские АЭС.
и там под ударом скорее распределительные мощности оказываются. Однако Путин с начала войны счел приемлемым способом ведения боевых действий авиационные, ракетные и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам украинских городов. Очевидно, предполагая, что удары будут нести односторонний характер. Мол, Украина ответить тем же не сможет, не посмеет, и западные партнеры ей не позволят. Примерно так и было до конца мая 23 года. А потом ВСУ стали обстреливать 40-тысячный город Шебекино в Белгородской области. Затем начались удары по Белгороду. В зоне смертельной опасности оказались, если считать вместе с агломерацией, более 500 000 человек. В сентябре 22-го Путин, не думая о последствиях, кинул еще один бумеранг, который, вернувшись, ударил не по нему, конечно, лично. По нему лично-то ничего не бьет. Но по той же Белгородской области. Масштабы взаимных преступлений разные. В Украине мирные граждане гибнут буквально каждый день. Недели не проходят без жутких новостей. То российская бомба попадает в очередь пожилых людей, стоящих за пенсией. То российский шахет или ракета уничтожит целую семью с детьми. Вот прямо перед записью этого ролика вышла новость. Семья из 4 человек погибла. Сегодня в Украине. Но и от украинских атак ежедневно получают ранения и гибнут мирные россияне. Недавно в подмосковном Воскресенске от украинского беспилотника погибли 5-летний ребенок и его 76-летняя прабабушка. Число жертв и масштаб преступлений различаются радикально, но характер один и тот же, как в случае гибели гражданских, так и при ударах по объектам критической гражданской инфраструктуры. Является ли действие, совершенное в ответ на аналогичное преступление, тоже преступлением? Теоретический ответ – да, является. В теории так называемые законы и обычаи войны нарушать нельзя никому и ни при каких условиях. В теории под суд должен пойти всякий нарушитель безотносительно того, кто на этой войне нападал, а кто защищался. Или, если пользоваться терминологией Путина, независимо от того, кто тут первый начал. Однако это в теории, которая на сегодняшний день не дает ровным счетом ничего, кроме пищи для абстрактных рассуждений о морали. Они на реальную жизнь пока не влияют никак. Можно сказать, удары по Белгородской области преступны. И даже это будет правдой. Можно требовать, чтобы это признали окружающие. Или наоборот, ломать копья на тему того, что обороняющейся стране априори дозволено все. Но предметный разговор сейчас, он совершенно другой. Как сделать так, чтобы не было ударов по Белгородской области? Ответ есть. И это, конечно, не придуманная Путиным буферная зона, бои за которую идут уже более 2 лет и привели лишь к гибели десятков тысяч солдат. Несчастье для всего российского приграничья и для всей остальной России закончится, когда инициатор войны согласится войну прекратить. За весь период, начиная с 24 февраля 2022 года, почти ни разу не было момента, когда Путин не мог бы из войны выйти. Да, ему пришлось бы терять лицо, но остались бы живы, здоровы, в окружении близких и в безопасности многие сотни тысяч российских граждан. В конце февраля 25-го, благодаря администрации Трампа, у Путина появилась даже возможность закончить войну на самых выгодных для себя условиях, даже объявить себя победителем мог. Мы не так часто об этом задумываемся, но ТЭЦ и электростанции, равно как и нефтеперерабатывающие заводы, которые один за другим выносят ВСУ, они же возникли не по нажатию кнопки в клавиатуре, как в какой-нибудь простенькой стратегии. Все это результат труда целых поколений проектировщиков, рабочих, строителей. Каждый день войны обнуляет и десятилетия труда огромного числа российских, украинских и еще советских граждан. Даже подданных Российской империи, что только не уничтожают на этой бессмысленной и ненужной войне. Путинский официоз гораст впадать в инфантилизм. Сегодня не помнят, что делал вчера. Посреди кровавой войны, которую ведет почти 4 года, сопровождая отборным языком ненависти, то и дело он вдруг впадает в невинность, рассуждает невпопад о справедливом возмездии. Сделает что-то и спустя время спрашивает, а кто тут первый начал? Лишь бы только не звучал вопрос, кто первый может закончить. Существует разумный выход из творящегося безумия. Войну можно закончить в любой момент, от чего вся Россия только выиграет. Это сейчас один из самых неудобных фактов для режима, предпочитающего спихивать с себя всякую ответственность, дабы ежедневно поддерживать круговорот смертей и разрушений. Начиная с 22 года Путиным было запущено уже много бумерангов, каждый из которых рано или поздно возвращается и бьет по России. Он продолжает их запускать, и это самое бездарное прожигание материальных и, конечно, людских ресурсов страны. Убийство настоящего и будущего России.
И даже того ее прошлого, в котором люди строили и созидали. Никому это кровавое хождение по кругу не нужно. Нет ни одной причины продолжать. И в любой момент можно закончить. До завтра.